Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом конфитюра из вишни. Вишня у меня из своего сада. Вчера я ее сорвала, помыла, удалила косточки и убрала в холодильник. А сегодня готовлю из нее конфитюр, который отлично подойдет для прослойки в торты и для начинки в капкейки. Вишни у меня 1 килограмм 950 грамм. Сахара 950 грамм. Я хочу сохранить в конфитюре легкую кислинку. Вы можете сахара добавить или чуть больше, или чуть меньше, по вашему вкусу. Сахар в вишню кладу не весь. Немного сахара оставляю, чтобы смешать с ним агар-агар. Перемешиваю и на медленном огне, помешивая, чтобы вишня не пригорела, довожу вишню до кипения и растворения сахара. Готовлю конфитюр в кастрюле с толстым дном. Как всегда, список продуктов оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Хотя в этом рецепте ингредиентов мало. Вишня, сахар и агар-агар. Вишня закипела. Увеличила огонь и готовлю 15 минут. Во время активного пенообразования необходимо постоянно мешать, чтобы вишня не сбежала. Выключаю плиту и при помощи погружного блендера пюрирую вишню. И если останутся небольшие кусочки в конфитюре, ничего страшного. Если вы хотите получить более гладкую консистенцию, то перебивайте более тщательно или можете дополнительно протереть пюре через сито. Меня такая консистенция устраивает. Теперь можно снять пенку. Часть пюре отливаю в сотейник с толстым дном. Примерно 1 литр. 1 пакетик агар-агара силой 1200, это 8 грамм, перемешиваю с оставшимся сахаром. Агар-агар с сахаром лучше растворяется. Добавляю в пюре агар-агар, перемешиваю ложкой. И для надежности перемешиваю погружным блендером, чтобы в конфитюре не было комочков. Включаю плиту и на среднем огне готовлю пюре с агар-агаром примерно 5 минут после закипания до легкого загустения. На другой плите у меня также варится оставшееся пюре. На этой плите только одна конфорка, поэтому показать весь процесс не могу. Пюре с агар-агаром закипело. Постоянно помешиваю, так как агар-агар оседает на дно сотейника. Его нельзя нагревать выше температуры 110 градусов. При этой температуре он теряет свои свойства. Но по своему опыту я знаю, что при кипячении в течение даже более 5 минут агар-агар не достигнет критической температуры, поэтому температуру пюре я не измеряю. Тонкой струйкой добавляю в основное пюре с агар-агаром. И для надежности еще раз перемешиваю погружным блендером. Включаю плиту и готовлю еще примерно 5 минут, постоянно помешивая. Как я уже говорила, агар-агар нужно постоянно поднимать с дна кастрюли. Пенку необходимо снимать. Готовый конфитюр горячим, фактически кипящим, разливаю в горячие банки. Банки только что из духовки, где их стерилизовала. И закрываю горячими крышками,
Их я достала из кипящей воды. Агар-агар при комнатной температуре стабилизируется быстро. Банки я не переворачиваю, а даю им остыть при комнатной температуре. Оставляю банки на столе на ночь. У меня получился 1 литр 700 миллилитров конфитюра, 3 банки по пол-литра и 1 баночка объемом 200 миллилитров. Вот так выглядит мой конфитюр на следующий день. Он в меру густой, таким он и останется. Хранить его можно как при комнатной температуре, так и в прохладном месте, например, в холодильнике. Я всю свою консервацию храню в погребе. В холодильнике срок хранения конфитюра увеличивается, но при охлаждении он немного застынет. Поэтому перед тем, как использовать его для прослойки в торт, банку с конфитюром нужно заранее достать из холодильника, чтобы он нагрелся при комнатной температуре. Или немного нагреть его на водяной бане, но не кипятить. Конфитюр с легкой кислинкой. Он вкусный и выглядит красиво. К тому же готовится недолго. В общем, для начинки капкейков, прослойки тортов или пирожных он отлично подойдет. Перечень продуктов для приготовления конфитюра вы сейчас видите на экране. В моей семье любят этот конфитюр. Мой сын любит с ним есть мороженое и блины, а я люблю его использовать для прослойки тортов и начинять им капкейки. Хорошо, когда есть готовая начинка под рукой. Конфитюр отличный и заслуживает того, чтобы его приготовили. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам мира и добра. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!